Передаю слово ведущему передачи, доктору исторических наук, востоковеду, директору Института стран Азии и Африки МГУ Алексею Маслову. Алексей Александрович, здравствуйте, прошу вас. Да, здравствуйте. Итак, мы продолжаем наше путешествие по азиатским культурам. В данном случае сегодня мы будем говорить о Китае, и сегодня мы будем говорить о событиях, которые изменили даже не судьбу Китая. Они изменили судьбу всей Азии на многие столетия, и до сих пор отголоски этих событий, они видны и в политике, и в экономике, и в отношении Китая к иностранцам, и совокупно эти события называются опиумные войны. Мы не сможем в одной передаче рассказать о всех хитросплетениях, которые произошли в этот период. Но мы поговорим сегодня о начале того, что происходило. Формально опиумные войны – это сеть событий, по сути дела, столкновений между Китаем и сначала Британской империей, а потом и многими другими европейскими державами, которые начались формально начало в 1840 году, а закончились в 1860 году. В результате всех этих событий Китай на столетие утратил свою самостоятельность. Китай стал, по сути дела, полуколониальной державой, и многие другие государства, в том числе и Великобритания, США, Япония, Германия, Португалия и даже Россия вторглись в его пределы и стали контролировать таможню, экономику, политику. И хотя формально во главе Китая продолжал оставаться сначала китайский император, а потом и вдовствующая императрица, в реальности именно свою субъектность, самостоятельность Китай утратил на столетия. И именно это и породило очень глубокое противоречие между Китаем и внешним западным миром. Есть страна. Приход иностранцев в Китай, мы об этом как-нибудь особенно поговорим, принес Китаю не только беды. Он принес и современную систему университетов, принес в Китай современные технологии, тогда железные дороги, электричество. В Китае были построены крупные города, типа Шанхая. Тогда же начал расцветать и Гонконг, который, кстати говоря, в результате именно этих событий и перешел под юрисдикцию Великобритании. Поэтому те события, о которых мы будем говорить, разворачивались в мировом масштабе. Это была полная перестройка карты мира. Как мы все сказали, тектонические, геополитические сдвиги. И начинались они именно в Китае, именно с действий Британской империи. Но в реальности все началось именно в самой Великобритании с неким кризисом. Это было связано с неким кризисом, который возник как раз внутри британской экономики. Оговорюсь сразу, мы сегодня будем много раз произносить слово «опиум». Опиум – это вредный наркотик, вредное вещество. И ни в коем случае его не надо не только употреблять, но и даже как употребляли в Англии в составе каких-то лекарств, как успокаивающее средство. Это зло. И здесь никаких других вариантов быть не может. Тем не менее, вокруг этого зла и была построена политика Британской империи по отношению к Китаю. Опиум вообще был чрезвычайно популярен как лекарство и средство релаксации для Европы. И он почти так же стар, как и стара вся человеческая цивилизация. Первые потребители опиума его либо ели, либо пили смеси, содержащие опиум, в основном в лечебных целях. Еще в XVI веке португальские моряки на кораблях, которые торговали в Восточном Китайском море, начали использовать этот наркотик, так сказать, в рекреационных целях, чтобы расслабиться после долгих путешествий. Однако все начинается именно в XVII веке. Тогда, собственно говоря, в 1600 году британская королева Елизавета даровала хартию новой английской торговой компании. Первоначально эта компания называлась очень долгим, большим, длинным именем «Губернатор и компания лондонских купцов, торгующих с Ост-Индией». Потом эта компания стала более известна как Ост-Индская торговая компания или просто Ост-Индская компания. Она обеспечивала торговлю между Британией с одной стороны, Индией и другими странами Азии с другой стороны. И главным товаром, который новая компания привозила в Англию, был высококачественный опиум из Индии. И в 1756 году британцы захватывают Калькутту. Тогда это был центр производства опиума в Индии. И экспорт опиума из Индии стал огромным бизнесом, честно говоря, просто основным бизнесом для Ост-Индской компании.
опиум стал популярен в медицинских целях в Британии. Он входил в состав многих популярных медицинских средств. В том числе было такое популярное средство, как лаундаум. Это некая спиртовая настойка на опиуме, которую тогда называли аспирином XIX века. Его прописывали и взрослым, и детям. И их это рекомендовали при коликах, икоте, кашле. И лекарство на основе опиума было тогда широко доступны не только у аптекарей, но и табачников, виноторговцев, и даже парикмахерах. Однако постепенно стало понятно, что использование таких лекарств на основе опиума сопряжено с рядом серьезнейших проблем. Польза от него невелика, а вот как раз проблемы огромны. Самой значительной была, конечно, зависимость. Многие писатели, британские писатели, которые использовали опиум, например, для уменьшения болей в суставах или после лихорадки, описывали, что они не могут от него отвыкнуть, и постепенно происходит их ментальная деградация. Достоинства опиума перестали воспевать. Стало понятно, что это разрушает нацию. И в конце концов, вот эти рассказы, почти романтические, об опиумных притонах где-то в Азии, они стали рассказами об ужасах, которые приносит этот наркотик. И, соответственно, в Англии начал сокращаться рынок опиума. И это стало большой проблемой для Ост-Индской компании, которая, собственно, значительную часть своей прибыли получала от импорта опиума. И с 1800 года, то есть с начала XIX века, Ост-Индская компания обладала полной монополией на опиум, производимый в Индии. И опиумные плантаторы не имели права продавать свой продукт никому, кроме аккредитованных лиц, собственно говоря, представителей этой компании. Компания начала переналаживать торговые маршруты. Если нельзя продавать в Англию, так давайте будем продавать в Китай. И уже в XVIII веке и в XIX многие не только британские, но и голландские торговцы стали продавать постепенно, незаконно опиум на территории Китая. Опиум стал проникать сначала на юг Китая, в районе нынешнего Гонконга. Постепенно курение опиума стало распространяться среди чиновников, среди простых крестьян. И Китай начал терять, как мы все и сказали, драйв к развитию. Многие чиновники бросали свои дела и уходили в опиокурение. Крестьяне переставали обрабатывать поля. При этом опиум был незаконен. Его запрещено было легально ввозить, но его все равно использовали. И это стало проблемой для китайской экономики. Дело дошло до того, что еще в 1729 году китайский император Юнчжэн, очень известный император, один из реформаторов Китая, издает приказ, запрещающий курение опиума, хотя была лазейка, его по-прежнему разрешалось использовать в лечебных целях. Конечно, этот запрет не возымел должного эффекта. И уже через несколько лет, в 1799 году, уже император Канси объявляет незаконным любое использование опиума в Китае. Но и это не оказало должного влияния. Ост-Индская компания просто продавала опиум на аукционах контрабандистам и независимым торговцам, которые затем его привозили в Китай, получали огромные прибыли. Ост-Индские компании платили серебром, что помогало компенсировать огромный торговый дисбаланс между Великобританией и Китаем. Но в этом была и обратная сторона медали. Помимо отравления китайцев опиумом, из Китая вымывалось серебро. Медная китайская монета, та классическая, круглая, с квадратной дырочкой посередине, не нужна была ни Великобритании, ее даже нельзя было переплавить. Нужно было серебро. И в этом смысле серебро постепенно вымывалось из китайской экономики, его просто переплавляли в слитки, слитки хранились обычно в Индии или частично вывозились в Лондон, и в этом смысле начались дисбалансы и нарушения экономики в Китае. Спрос вообще на китайский экспорт в Великобритании был огромен. Это был и чай, и шелк, и фарфор, но британские товары практически не интересовали китайцев. В этом была проблема дисбаланса, то есть из Китая шло очень много товаров, а продавать британцам в Китай было нечего. Строго говоря, как и сегодня США или как, например, той же самой Великобритании в Китай. Поэтому за весь экспорт из Китая приходилось платить серебром, что обозначало колоссальный торговый дефицит для Великобритании.
И в конце концов, в начале XIX века практически 1000 тонн опиума продавалось в Китай через посредников в Кантоне, то есть в Гуандуне. И в конце концов британцы за счет наркотической торговли сумели превратить дефицит торгового баланса в профицит. Естественно, ценой жизни людей, ценой жизни китайцев. И в конце концов Китай действительно, экономика Китая была нарушена. К началу 1830-х годов последствия нелегального ввоза опиума в Китай стали просто колоссальными. По разным оценкам, почти 90% мужского населения Китая, особенно в прибрежных районах, пристрастились к курению опиума. Практически на тот момент на юге Китая, в районе современного Гонконга, провинции Гуандуна, почти 12 миллионов человек были тяжелыми наркоманами. Это все имело разрушительные последствия и для экономики, и для деторождения. И как-то один из придворных чиновников при китайском дворе, побывав в этих районах и ужаснувшись тому, что там происходит, так описывал курение опиума. Вначале, как описал он, опиум курили только пижоны из богатых семей, которые просто взяли на вооружение эту привычку как форму видимого употребления. Но даже они знали, что опиум не должен продаваться легально. Позже люди всех социальных слоев, от правительственных чиновников и аристократов до ремесленников, купцов, артистов, слуг и даже женщины, буддийские монахи и монахини, даосские священники взяли на вооружение эту привычку и открыто покупали и оснащали себя курительными опиумными приборами. Американские торговцы тоже пристрастились к продаже опиума в Китае. Например, они закупали опиум из Турции и продавали на территории Китая. Турецкий опиум был дешевле индийского, и это привело к падению цен в Китае и увеличению числа людей, которые пристрастились к этому наркотику. Самая главная проблема заключалась в том, что правительство Китая, правительство династии Цин, сидело в Пекине, то есть далеко от центров продажи этой гадости, и не могло понимать всю проблему, которая там возникала. В конце концов, очень опытный император Дао Гуан решает провести обследование, что же там в реальности происходит. И направляет своих чиновников, самый известный здесь Лин Цзэсюй, будущий, по сути дела, министр иностранных дел Китая, который вел переговоры потом с Россией. Вот он направляет этого Лин Цзэсюя на юг Китая, которого уполномочили вести прямые переговоры о полном прекращении продажи опиума на территории Китая. Лин Цзэсюй был поражен и шокирован тем, что там происходит. Он потом пишет очень много писем и даже воспоминаний, что он столкнулся с людьми, которые просто потеряли человеческий облик, и англичане все равно пичкали, продавали подпольным образом этот опиум. Лин Цзэсюй приезжает в Кантон, то есть на юг Китая, в 1839 году. Это был на тот момент единственный китайский порт, который был открыт для торговли с иностранцами. Он сразу издает указ, предписывающий всем британским купцам сдать все имеющиеся у них запасы опиума. На это им давалось 3 дня, и за отказ полагалась смертная казнь. Британский суперинтендант торговли Чарльз Эллиот, который находился там в Кантоне, попытался договориться с Лин Цзэсюем и попытался объяснить, что это выгодно всем, и, честно говоря, попытался даже подкупить. Но Лин Цзэсюй на это не пошел и просто в ответ приостановил всю внешнюю торговлю Китая и взял в заложники всех британских купцов, которые находились в Кантоне. Он просто их запер на их же фабриках, там, потому что были и британские фабрики уже, и некоторые американские, и заодно арестовал все запасы опиума. Все запасы опиума были публично уничтожены, просто сожжены на пляже за пределами Кантона. Это был, конечно, колоссальный ущерб для британских торговцев. Китайские войска начали брать на абордаж британские корабли в Южно-Китайском море, конфискуя и уничтожая весь найденный опиум. Британское правительство было возмущено. Мало того, что прибыльная торговля была полностью прекращена, так еще и частная собственность британских подданных была конфискована и, по сути дела, уничтожена. Чтобы подтвердить свое намерение,
раз и навсегда покончить с торговлей опиумом, Лин Цзэсюй ни много ни мало лично пишет письмо британской королеве Виктории, в котором он вежливо, но достаточно внятно говорит следующее. «Ваше Величество, возможно, еще не получало такого официального уведомления, и вы можете сослаться на незнание суровости наших законов. Но теперь я заверяю, что мы намерены навсегда покончить с этим вредным наркотиком». И Лин Цзэсюй от имени императора издает указ, запрещающий любой дальнейший импорт опиума, и который приказ угрожал смертной казни для всех, включая иностранных купцов, которые могли бы хоть как бы косвенно быть уличены в причастности к торговле опиумом. Между китайскими властями и всеми иностранными моряками в Кантоне теперь царила напряженность. В 1839 году, в июле, летом, группа британских моряков, которая отдыхала на территории Гонконга, в Квалуне, это полуостров Гонконга, выпила слишком много, как считается, рисового вина, и они поссорились с местным жителем китайским, которого взяли и забили до смерти. Чарльз Эллиот приказал арестовать 2 моряков, британских моряков, и выплатить компенсацию семье убитого китайца. Но Лин Цзэсюй оказался не удовлетворен этими действиями и потребовал передать всех китайским властям, чтобы они предстали перед китайским судом. Эллиот отказался, поскольку считал, что британских граждан могут судить только британцы на территории, в том числе на территории Китая. И в конце концов сказал, что Британия приговорит к каторжным работам этих провинившихся. Лин Цзэсюй в ответ приказал запретить продавать любое продовольствие британским купцам и кораблям и направил военные лодки, джонки, в устье Жемчужной реки, которая как раз как бы обрамляла британское поселение, чтобы они могли перекрыть полностью доступ к Кантону. В конце августа 1839 года в Южно-Китайском море китайские военные, как потом утверждалось, просто пираты, нападают на британского купца, который, как известно, занимался контрабандой опиума. Среди британцев поползли слухи, что все это провокации со стороны Лин Цзэсюя. Обеспокоенный Эллиот приказал всем британским кораблям покинуть китайские порты и запретил британскую торговлю с Китаем до тех пор, пока не будет снята угроза смертной казни для купцов. К концу августа 1830 года более 60 британских кораблей, на борту которых было почти 2000 человек, стали на якоре у берегов Китая с ограниченными запасами продовольствия и воды. Эллиот отправил вооруженную шхуну в сопровождении катера в порт Квалун, чтобы закупить припасы для британских кораблей. Гавань была защищена 3 военными китайскими кораблями, которые все же позволили британским кораблям пройти. Британцы получили предметы первой необходимости, но внезапно китайский комендант форта Квалун запретил им торговать с местными жителями, то есть рассчитываться за все за это. Недовольный Эллиот выдвинул ультиматум: либо китайцы предоставят припасы, либо британские корабли откроют огонь. И в 3 часа дня британские корабли впервые открыли огонь по военным кораблям и форту. Оба корабля китайские открыли ответный огонь. Перестрелка продолжалась до наступления темноты, и в конце концов китайские лодки отступили. Эллиот сумел подкупить местных торговцев, чтобы они поставляли товары. То есть британцы получили необходимые припасы. Китайский командующий флотом Квалун при этом выпустил, как бы все сказали, коммюнике, в котором объявил о великой победе над британцами в битве за Квалун. Он заявил, что 2 британских военных корабля были потоплены, а многие британские моряки просто убиты. Самое главное, он сообщил своему начальству, что британцам не удалось получить припасы в Квалуне. Однако реальность была совсем иной. Ни один британский корабль не был потоплен или серьезно поврежден. Ни один британский моряк не погиб. А британцы сумели получить все необходимые запасы. И вот как раз это, по сути дела, обман, он потом лежал в основе переоценки усилий самого по себе Китая. Местные командиры, в дальнейшем китайские, все время издавали триумфальные коммюнике, мало связанные с реальностью. И в конце концов вводили императора, да и многих других правителей в заблуждение. В конце концов оказалось, что британцы
имеют на самом деле военное преимущество над Китаем в этом районе и готовы были начинать военные действия. В конце концов, британцы продолжили разгружать свой опиум в Кантоне, они продолжили торговлю опиумом, и в конце концов Китай начинал предполагать, что все-таки придется вступить в серьезные военные действия. Алексей Александрович, минутка остается, прошу прощения, минутка. Да, как раз я хотел сказать, что о дальнейших событиях, которые произошли после этого, мы еще поговорим, но нам важно понять, откуда идут истоки этого конфликта. Мы видим, что все начинается с жуткого напора Великобритании и, в общем, многих других европейских стран на китайскую политику. Вот это вторжение, хамоватое, замешанное на наркотиках, привело к тому, что Китай действительно попытался защитить свою независимость, но не оценил серьезной угрозы. Поэтому Китай сегодня многому учится, в том числе на прошлой истории, и самое главное, учится тому, что лучше не начинать никаких сражений, а если начинаешь сражения, надо быть к ним подготовленными. А чем закончились эти опиумные войны, мы поговорим с вами в следующей передаче. Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Это «Азиатский путь», регулярная, постоянная новая передача.